Открыта подача заявок в ПАСЕ. Путин рекомендует продолжать род. Одесситы без света и воды. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 20 декабря, 14:30. 16 декабря, несмотря на склоки в нашей оппозиции, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы запустил создание списка потенциальных кандидатов на участие в платформе российских демократических сил. Список должен быть представлен общим решением российских демократических сил до 5 января 2026 года. На основании этого списка председатель представит список участников на утверждение Бюро Ассамблеи. Антивоенный комитет опубликовал почту для подачи заявок на участие в этой платформе. В тот же день команда Навального сообщила, что Европейский суд признал незаконным и политически мотивированным преследование ФБК, Навального и их сторонников. 18 декабря Госдума приняла закон, отменяющий ежегодные декларации о доходах госслужащих. Депутат от «Единой России» Василий Пискарев считает, что это усовершенствует антикоррупционную деятельность. Внефракционный депутат Евгений Марченко заявил, что идея декларации о доходах была навязана России Советом Европы. Русская служба BBC приводит примеры того, как журналисты использовали в расследованиях данные из этих деклараций. 19 декабря на прямой линии Путин порекомендовал гражданам России брать пример с Кадырова и заключать браки в раннем возрасте, с отсылкой к задававшему вопрос молодому человеку, который в браке с 15 лет. И предложил думать о душе и заниматься продолжением рода. Улучшение материального положения и получение образования приказывал не ждать. В апреле издание The Moscow Times приводило данные от демографа Алексея Ракши и от Росстата, говорящие о том, что через 10 лет число постоянных жителей России может сократиться вплоть до 130 миллионов человек, что соответствует численности жителей Российской империи почти 150 лет назад. Вот такой косплей от собирателя земель. С начала декабря российская армия почти ежедневно атакует энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Одесской области. В результате массированного обстрела в ночь с 18 на 19 декабря 8 человек погибли и 27 получили ранения. Без электричества и отопления остались десятки тысяч квартир и частных домов. Спасатели рассказали, что часть пострадавших во время атаки находились в автобусе, который оказался в эпицентре удара. Сегодня, наконец, решил купить давно приглянувшуюся картину «Одуванчики для Украины», которая участвовала в нашей выставке «Нет войне». Автор картины девочка Алиса, 7 лет. И картина приехала к нам аж из Южной Кореи в последний момент прямо перед самой выставкой. Вся стоимость картины была пожертвована автором на сбор на портативные электростанции для больниц и школ Украины, которые проводят российские антивоенные активисты по всему миру. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.